После выхода без сомнения одного из лучшего хард-мода на ремейк второй части The City of the Dead, я и не надеялся, что вообще когда-то смогу увидеть что-то подобное, ведь все остальное, что выходило, сильно не впечатляло. Хотя попытки были, но изменения в этих модификациях были незначительные. На эту тему, кстати, у меня имеется ролик, можете глянуть. Как тут внезапно тот же автор выпустил нифиговый, так скажем, апгрейд на предыдущий мод. А поскольку в познании ремейка двойки я настолько преисполнился, вот, кстати, можете и глянуть еще один гайд, хаваю любой глобальный мод. И будто бы король, потом рассказываю подписчикам о том, как было легко и как я развалил все на геймпаде. Но здесь не так все радужно по сравнению с предыдущим модом. Почему я назвал его именно апгрейд? Потому что некоторые вещи, как и расположение противников, он перенес прямо оттуда. Но не в наглое скопировал, нет. Короче, базис остался прежним. Но он подумал, что как-то было слишком легко, если же свой же прошлый мод он проходил месяц, а то и два, и засрал вообще все локации. И на протяжении всего мода меня метало из стороны в сторону, и я не мог определиться, нравится ли он мне. Считаю ли я его достойной работой, или же это просто выкидыш города мертвых? Но по порядку. Мододел открыл большинство локаций с обоих сценариев. Да, это то же самое было в City of the Dead, но здесь он пошел дальше и намного сильнее расширил их. Исключения, конечно же, есть, например, в виде локации ады при игре The Claire, которая в принципе отсутствует. Здесь вы можете натурально добежать, играя за Claire, до места, где на Леона нападает аллигатор, и везде будет какая-либо награда. Сюжетные предметы были пересортированы и могут лежать в не совсем очевидных местах, что будет побуждать исследовать до более знакомые локации по новой. Плюс он раскидал каждую вещь далеко друг от друга, тем самым растянув прохождение еще на энное количество времени, и тем самым он опять-таки заставит вас посетить, если память не изменяет, вообще все локации в игре. И где лежит тот или иной предмет, можно только догадываться, но тыкая пальцем в небо, все равно в большей степени я угадывал, где что лежит. Еще пример. В обычной игре можно было не возвращаться в участок, а в городе мертвых, проявив пленку, забрать сюжетную вещь и двигать обратно. То здесь он заставит вас бегать аж до парковки, чтобы открыть дверь ключом, который лежит в канализации, и это не единичный пример. Ключ, который, кстати, я успешно просрал, мне пришлось откатываться. То есть, если раньше можно было не отпирать какие-либо двери, если не было надобности, и тем самым как сократить свое прохождение, так и избежать ненужных столкновений с противниками, то здесь это обязаловка. При этом, в основном, он не заставляет вас бежать одним лишь маршрутом, а вы сами вольны выбирать, как пройти к той или иной цели более безопасно. Но и бывает такое, что как ни крути, не получится избежать созданных им сюрпризов. Некоторые враги могут исчезнуть, когда вы выполните сюжетное действие, но в основном они будут все копиться в одном месте. Доска, которых, кстати, почти нет, казалось бы, к примеру, вам уже не нужна, да и получили вы ее довольно-таки поздно, так как уже посетили почти все сюжетные места. И кажется, что либо автор прикололся над вами, либо заготовил что-то на будущее, тем самым дав вам сигнал. А вы уже сами выбираете, какое окно лучше заколотить. И если заигнорить его намеки, то в будущем можно будет обречь себя на лишнюю трату ресурсов. Были созданы новые препятствия для игрока, которые также будут заставлять колесить по уже пройденным локациям, если ранее вы вдруг что-то не нашли. Далеко ходить не буду, пример из начала игры. Чтобы пройти к участку, нужно взорвать преграду, а для этого нужно где-то в машинах между огней найти детонатор и батарейку, при этом уворачиваясь от зомби, которых в разы больше, стараясь не слишком сильно просесть по патронам и тем более не слить аптечки. Таких ситуаций, конечно, немного, но тем не менее они есть. Однако все равно бы хотелось побольше, хотя, в принципе, мододел выдержал здесь баланс и оставил чувство легкого голода. И повторюсь, теперь все локации будут проходиться гораздо дольше. Сюжетные загадки остались без изменений, а пароли от сейфов, шкафчиков и прочего изменились, что несомненно круто, и рекомендую не подглядывать нигде пароли и не облегчать себе на ровном месте прохождения. Сейфов, кстати, тоже стало больше. Главное, поставьте текст на английский язык, иначе содержание файлов не будет изменяться.
Хотя один сейф из 100 новичка я так и не открыл. Но здесь, как потом выяснил, это мой косяк из-за наставленных модов, а именно Full Remaster и HD текстуры. Поэтому у меня не отображались пароли там, где должны были. Если вдруг у вас стоят такие же, отключайте, или надписи повсюду будут дефолтные. Единственное, что я вам еще подскажу, 100 новичка открывается из тех же 6 букв, что и в оригинале. Поэкспериментируйте. Сняты ограничения на использование оружия. То есть, если раньше дробовик, огнемет был привязан к Леону или же гранатомет КЛР, то теперь это доступно для обоих персонажей, как и ровным счетом желтый и белый порох, что будет побуждать экспериментировать и выбирать, какое оружие больше подходит вашему стилю игры. При этом он также не забыл добавить оружие из второго сценария, однако на дефолтный ствол, который является родным для персонажа, опора все равно сделана больше. Крафт тоже был изменен. Теперь мы можем, к примеру, создать световую гранату, объединив белый и желтый порох. Поэтому сохранитесь и обязательно посмотрите, что может получиться, если соединить тот или иной порох между собой. Касательно сложности самого мода. Не просто так такие модификации называются хардкорными. Рядовым игрокам они не нужны, и в первую очередь они делаются для прожженных игроков, кто с игрой уже на «ты» и знает все ее тонкости, слабости местной фауны, характеристики оружия и прочего. Кстати, да, характеристики оружия тоже были изменены, но я не решусь говорить про все, так как я это заметил не везде. Но, тем не менее. И да, если вы вдруг не знали, ждите полную фокусировку перекрестия, иначе оружие не будет выдавать полный урон, а шанс крита станет в разы меньше. Но это в основном проблема тех, кто играет с мышки, по той причине, что целятся они в разы быстрее. От этого мода скорее пострадают средние игроки, которым может нравиться задумка самого мода. Но увидев кучу врагов на экране, от данной модификации могут сложиться только отрицательные впечатления. Так вот, в первую очередь, как уже говорил, это все делается для опытных игроков в рамках одной игры, чтобы они смогли испытать вызов и проверить свои силы в нестандартной обстановке, ведь легко быть профессионалом, когда ты уже задрочил игру. Если вы знакомы с Berserker Plus модом на ремейк 4 части, то эта модификация примерно то же самое. И самое главное, если вы не играли в предыдущий мод, то лучше этот отложить до лучших времен. Хотя можно и сразу, и получите вдвое больше эмоций с обоих сторон медали. Враги помножено, если не на 2, то на 3 точно. Местами баланс у него явно хромает. У меня лишь одна сильная претензия по поводу количества собак. Их реально много, и на одной локации порой невозможно выйти из стана. Это, в принципе, касается не только собак, а вообще в целом всех ситуаций, где находится много противников, особенно на битвы с боссами, которые стали еще сложнее. Порой ты просто летаешь из одной анимации в другую без возможности зайти в меню или просто загрузиться. Ведь сама игра не рассчитана на такое количество противников в одном месте, что не может не бесить. Даже если тебя снесли с ног, ты не успел подняться, попадаешь в захват зомби и тебя убивает. Иной раз хотелось просто психануть, взять что-то помощнее, да и перестрелять всех зомбаков. Но это, кстати, тоже менее эффективный способ, так как до вас все равно успеют добраться. И приходилось экстренно менять позицию, что тоже чревато заглатыванием. Но опять же, в основном нервы это потрепет тем, кто сразу пойдет играть на харде. В том же 4-м ремейке, несмотря на упоротую реалистичность и ущербность из-за этого персонажа, который реагирует на каждый пердеж, ты хотя бы можешь дать отпор. Где-то присесть, где-то отпарировать, взять более мощное оружие, так как в основном оно все лежит у тебя в инвентаре, или же заюзать далеко не одну хилку. А если кончаются патроны или аптеки, то они вывалятся из первого убитого моба. Здесь, к сожалению, не так. И зачем было настолько срать противниками, непонятно, если Монодел мог в принципе создать разные интересные ситуации, которые, кстати, есть в этом моде, но и они тонут в засранности локаций. Как сказал один из моих подписчиков, этот мод проходится не на скилле, а на хиле, что в какой-то степени правда. Ресурсов, конечно, опять же хватает, но есть тонкости. Нужно заранее пытаться продумать, как того или иного босса убивать, и причем с самого начала игры начинать экономить определенные ресурсы для той или иной локации или же ситуации. К примеру, взяли вы к прохождению КЛР. И знаете, что гранаты сильно могут помочь на последнем боссе, но учитывая опыт из The City of the Dead, где в подкрепе к боссу ходили 2 тирана и толпа зомби,
Вы понимаете, что здесь может быть еще хуже, и действительно так и есть. Поэтому я весь мод жопился на гранаты и рестартился, если приходилось просрать ее с минимум эффекта. Хотя мододел прям таки намекает: друган, ты отсюда не выбежишь, ты чё? Давай кидай. И в результате и одной грены не хватает, и приходится траить и искать более лояльный выход из ситуации, так как даже танковать лицом здесь не дают, поскольку высок шанс ваншотнуться. Короче, если вы просрете все в самом начале, то можно нифигово прикурить дальше. Автор явно смотрел стримы, как играют люди, и проходит его мод раньше. И там, где были лазейки, чтобы без проблем убить боссов, теперь их нет. Но он шарит за игру и не оставит вас голой жопы, если вы сами себя не загоните в такое положение. Однако по незнанке может быть и такое. Сам он рекомендует играть на самой низкой сложности, чтобы ознакомиться с нововведениями. Тем самым он как бы снял с себя ответственность на тот случай, если какой-то дебил решит пойти на хардкоре и обосрать его за это. Не будем показывать пальцем. Ведь многие, как минимум, выберут стандарт. И, наверное, на этой сложности все будет гораздо легче, ведь у вас как минимум будет 3 права на ошибку, не считая хилок в инвентаре, автосейвы, включая бесконечные сейвы. Бонусное оружие, которое раньше было бесконечным, теперь имеет ограниченный боезапас. Но если вы будете юзать его, вы получите либо очень хороший старт, либо поделите на 0 какого-то босса. Честно, я бы рекомендовал лучше не использовать, а затащить все как мужик. Появилось что-то вроде Dead Zone. Теперь он стал временно запирать вас в комнате, пока вы не продержитесь или не выполните сюжетные действия. Казалось бы, никого сзади нет. Заходите в библиотеку, как сразу же сзади зомби пытается выбить дверь. И неважно, как близко вы стоите, и двери он выбьет лишь через определенное время. А с двух сторон на вас идет по тирану. Да, привыкайте, здесь всегда за вами будут ходить по 2 тирана. По одному с каждой стороны. От которых, если вы не знаете, как мансить, раз за разом будете отлетать на чекпоинт. И ладно бы, если бы они были только вдвоем. Мод кишит ликерами, которых на тебя натравливают вперемешку с Айви и зомбями. И, как уже говорил, они стакаются между собой. И если ты сбежишь из коридора с 2 ликерами, то потом их может быть 5. Главное не забывать про это и не налипнуть на ровном месте, когда будете выбирать более лояльный маршрут. Кстати, да. Помимо основного босс-файта, первая форма Биркина будет за вами шастать по участку. Не знаю, может ли он пропасть или нет, и как вообще он далеко может зайти, так как я его сразу убивал. Точнее, как понял, во время первой и третьей встречи с ним, не считая опять-таки босс-файта, его нужно будет убить, чтобы пройти дальше. А вот во второй я просто убил его, чтобы он не мешался. И зачастую, играя на хардкоре, без ознакомления с самой составляющей мода, выбраться с первого раза из подобных ситуаций невозможно, а цена ошибки очень велика. Ведь придется отлететь на минут 40 или час к предыдущему сохранению, так как на хардкоре они ограничены и, как уже говорил, автосейва нет. И я тоже жопился и рестартился, когда получал урон. Я не пожалел, что начал этот мод без всякой фигни и на харде, так как я получил то, что хотел в игре, которая у меня уже отлетает от зубов. А именно, чувство незащищенности, неуверенности и, как уже говорил, страха ошибки, в результате которого ты пытаешься оббежать чуть ли не по участку без урона. Или сидишь по 10 минут, думая, что тебе сейчас крафтить или вообще взять из ящика. Да. Было много рестартов, много смертей, но только потому, что я жопился. И 3 раза мне приходилось откатываться, чтобы пройти более экономно. И если первый раз мне просто стало жалко флешку, которую я потратил в начале и переиграл немного, второй раз я пробежал успешно всю канализацию, но забыл в самом начале взять сюжетный ключ и решил перепройти по новой, чтобы не тратить ресурсы, бегая туда-обратно. И в самом конце, чтобы сохранить гранаты, которые я потратил, заранее знаю, что пожалею об этом. У меня было 2 момента, где я буквально поносил мододел о том, какой он мудень, но в итоге муднем оказался я. Проблема была в боссах, но, как оказалось, проходятся они не так сложно, как я думал. Например, первый Биркин легко улетает с автомата. А если вы не будете убивать 2 же паразитов в битве с 3-м Биркином, то и проблема у вас будет меньше, так как на каждом босс-файте враги нападают на вас не всем составом, а через время приходит подкрепление. И опять-таки на бою с 3-м Биркином я как-то услышал рев 4G и такой: а? Нет, мне не показалось. На помощь ему в конце приходит 2 Биркина 4-й формы.
Специально для вас он сделал еще и промежуточный босс-файт между третьим и четвертым Биркином. А именно, 2 3G, и после смерти одного из них на вас еще и спрыгивает супер-тиран. И в итоге 2 последних босса вы должны затащить без сохранений. Сегмент за Шерри был изменен. Как говорит мододел, имеется 5 способов спрятаться от Айронса, но я знал только 3. И то 2 самых очевидных теперь недоступны. Поэтому имейте в виду. В большей степени я остался доволен модом. Повторюсь, автор шарит за игру и не бросает на опытного игрока больше, чем тот сможет осилить, хотя поначалу кажется, что это явно не так. Он оставляет намеки, как пройти то или иное место, и наказывает, если пытаетесь протанковать босса или какое-то другое место. Во многих опять-таки местах придется экспериментировать и проявлять смекалку, так как врагов даже при помощи одной световой гранаты оббежать не факт, что получится. Всем задротам второго ремейка играть обязательно, остальным же только на стандарте. Хотя спектр эмоций будет вообще не тот в мерках стандартной сложности и всех к ней бонусов. Хотя я это все смотрю со своей колокольни, ведь все это очень субъективно, как и страх. Мододел проделал большую работу, и это достойно похвалы. Но если выбирать мод для перепрохождения, я скорее всего выберу City of the Dead.